Привет! Среди гитаристов пентатоника стала своеобразным ультимативным инструментом. Она проста, понятна и не содержит в себе лишних неудобных нот. В этом видео вы узнаете, как выжать из нее максимум. Так что заваривайте кофе, хватайте гитару и давайте разбираться. Начнем с самого простого. Ля минорная пентатоника. Это так называемый первый бокс. Если же я захочу сыграть ля мажорную пентатонику, то она будет выглядеть уже несколько иначе. Чем же они отличаются? Очень часто принято считать, что пентатоника — это почти как минорная или мажорная гамма без нескольких звуков. На самом деле это не совсем так. Если вдаваться в подробности, то пентатоника — это точно такой же звукоряд, как и все остальные. Она имеет свою собственную структуру. Давайте посмотрим на интервальный состав минорной пентатоники. Начинается она с ноты ля, затем у нас терция до, кварта ре, квинта ми и септима соль. Вот и все. Дальше уже все повторяется. Если мы сыграем все эти ноты поверх одноименного минорного аккорда, то все они будут звучать уместно. Мажорная же пентатоника будет выглядеть несколько иначе. У нас есть тоника, большая секунда, мажорная терция, квинта, секста и снова тоника. Все это повторяется. Аналогично с минорной пентатоникой, если я сыграю все эти ноты поверх мажорного аккорда, они будут звучать также уместно. Каждая минорная пентатоника имеет свою параллельную мажорную. Например, если я сыграю ноты ля мажорной пентатоники от ноты до ноты до, то я получу параллельную мажорную пентатонику. Заметьте, что аппликатура здесь идентична ля минору. Единственное, что центр будет разный. Это может упростить нам жизнь, так как мы можем выучить всего 5 аппликатур пентатоники для мажора, и они же будут, соответственно, для минора. Но точно так же это может усложнить нам жизнь и немного запутать, потому что конкретно я сейчас играю, до мажор или ля минор. Мы разберемся с этим немножечко дальше, а пока что помните, что в музыке очень важен контекст. Аппликатуры пентатоник на гитаре принято называть боксами. Всего их 5. Первый бокс ля минорный. Второй бокс. Третий бокс. Четвертый бокс. Ну и пятый я возьму его чуть-чуть пониже. Вы можете заметить, что некоторые аппликатуры идентичны друг другу. Например, второй бокс ля минорной пентатоники, он идентичен первому боксу до мажорной пентатоники. Вот здесь как раз-таки многие бросают это дело, ограничиваясь только первым боксом ля минорной пентатоники до конца своих дней. Как я уже говорил, в музыке важен контекст. И для того, чтобы его создать, мы можем привязать каждую пентатонику к своему мажорному или минорному аккорду. И здесь нам как раз-таки может помочь система Caged. У меня уже есть на канале видео про эту систему и про то, как ориентироваться с ее помощью на грифе. Но давайте пробежимся коротко по основным тезисам. Каждый аккорд в системе Caged имеет 5 основных аппликатур. Например, возьмем аккорд ля мажор. Эта форма называется форма ми. Следующая форма будет форма ре. Дальше у нас будет форма до. Дальше форма ля. Она же. После формы ля будет форма соль. Теперь к каждой из этих форм мы привяжем свой бокс пентатоники. Для формы ми это будет первый бокс. Для формы ре второй. Для формы до третий. Для формы ля четвертый.
и для формы соль пятый. Это сработает также и для минорных аккордов. Хорошо. Допустим, мы привязали все эти боксы и аппликатуры друг к другу. Но что дальше? Да, такой подход позволяет лучше запомнить и аппликатуры аккордов, и аппликатуры пентатоники. Но помимо этого мы можем воспринимать пентатонику как некую зону активности или игровую зону для определенного аккорда. Аккорд в данном случае это контекст, а пентатоника это возможность, которую мы в этом контексте можем реализовать. Звучит сложновато, наверное, но давайте попробуем на примере. Мы возьмем аккорд ля мажор и соответствующий ему первый бокс мажорной пентатоники. Я сыграю простой грув на один такт, а потом один такт я сыграю заполнение. Или вот, например, второй бокс и форма ре. Вот так играючи вы можете запомнить все формы и все аппликатуры. Если это покажется вам слишком простым, то дальше можно уже пробовать связку из двух аккордов. Например, ля мажор и ре мажор. Также мы можем дополнить мелодические линии даблстопами. Даблстоп – это такая гитарная фишечка, по сути своей это игра интервалами. Ну и на гитаре она распространена из-за удобства исполнения. Рецепт простой, мы берем любой бокс пентатоники и играем даблстопы по соседним струнам. Это могут быть как игра отдельных интервалов, это могут быть слайды, это могут быть хаммероны и пулофы. Ну и, естественно, все это вместе. Не во всех боксах это делать удобно, но с помощью даблстопов мы также можем перемещаться из одного бокса в другой. Для расширения своих мелодических возможностей мы можем также играть секвенции. Секвенция – это такой повторяющийся паттерн. Обычно она состоит из определенных звеньев. Вот, например, ля минорная пентатоника. Я сыграю 3 ноты вверх, одну ноту назад и снова 3 ноты вверх. Получается такая секвенция, которой мы можем охватить весь бокс. Бывают и более широкие конструкции, например, вот 6 нот вверх, возвращаемся на предыдущую струну и снова 6 нот вверх. И так далее. Все это довольно распространенные ходы, о существовании которых вы уже наверняка слышали. Но есть и менее популярные, например, движения по терциям и квартам. И, например, вниз. Освоив парочку таких секвенций, погоняв их по пентатонике, мы можем начинать комбинировать их в уже более сложные фразы. Пробуйте применить это также и к другим боксам. Помимо стандартных аппликатур из системы Cage, существует еще огромное количество разных аппликатур аккордов, которые мы можем сыграть на гитаре. И вот для примера в одном из видео я показывал про аккорды Drop 2 Voicings. И к аппликатурам этих аккордов я предпочитаю привязывать маленькие такие однооктавные или чуть-чуть побольше структуры пентатоники. Давайте на примере соль мажора.
Помимо классических боксов и однооктавных структур, мы также можем использовать диагональные формы. Вот, например, для соль мажора. Или же для соль минора. Фактически можно сказать, что это такие однооктавные структуры, которые повторяются через октаву. Помимо классических мажорных и минорных пентатоник, существует еще огромное количество всяких разных. Вот, например, одна из самых известных – это блюзовая пентатоника. Мы можем получить ее, добавив еще одну ноту между квартой и квинтой. Она будет хорошо звучать поверх минорного аккорда. Или, например, поверх доминант септаккорда. Но это не единственный вариант блюзовой пентатоники. Мы можем также добавить мажорную терцию. Такой трюк очень часто можно услышать в блюграсс-музыке, например. Также есть еще вариант с добавлением большой септимы. Мажорная, минорная, блюзовая – это далеко не все варианты существующих пентатоник, и если рассматривать их все, то никакого времени не хватит. Но есть еще одна пентатоника, которую я хотел бы показать. Это минорная пентатоника с секстой. Прекрасно работает на ля минор с секстой. Ее же можно сыграть поверх ре доминант септаккорда. Или же поверх фа диез полууменьшенного. Для получения дополнительных красок мы также можем смешивать разные пентатоники друг с другом. Например, для аккорда соль мейдж 7 я могу сыграть помимо одноименной пентатоники также ре мажорную пентатонику. Если мы посмотрим повнимательнее, то увидим здесь появление ноты фа диез. Таким образом, играя ре мажорную пентатонику поверх соль мажорного аккорда, мы делаем дополнительный упор на септиме этого самого аккорда. Как вариант, можно сыграть ля мажорную пентатонику поверх соль мажорного аккорда. Здесь помимо септимы в соль мажоре мы получаем также еще четвертую ступень до диез, что привносит некоторое лидийское характерное звучание. Такой прием хорошо работает, когда мы подмешиваем эти пентатоники к основной. Мы как бы отходим от основного звучания и возвращаемся к нему обратно. Попробуйте сделать все то же самое, но для минорного аккорда. Например, для соль минора сыграете ре минорную пентатонику и ля минорную пентатонику поверх. Еще один вариант немного раскрасить пентатонику – это хроматик сайд-степ. Суть заключается в том, чтобы временно сместить бокс пентатоники на полтона вверх, а затем вернуться обратно. Это хороший способ добиться так называемого аутсайд-звучания. Но, тем не менее, он требует предварительных тренировок, как и все, о чем я здесь сегодня говорю. Мой совет здесь будет таким. Пробуйте этот прием на небольших фразах, которые покрывают маленький участок грифа. Основная идея в том, чтобы создать немножечко напряжения, которое мы потом разрешаем, возвращаясь в оригинальный бокс. Так мы посмотрели несколько вариантов, как можно приправить простую пентатонику.
Но не всегда в музыке нужно все делать сложно. Иногда достаточно одной пентатоники поверх простой аккордовой прогрессии. И если это звучит классно, то значит вы все делаете правильно. Надеюсь, сегодня вы чему-то научились. Если нет, то не страшно, научитесь завтра. Пока.